Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Сегодня в выпуске вас ждут воинственный француз, елка в лесу и разогрев, собранный из реплеев только с европейского сервера. Ну что ж, хватит разговоров, поехали! Начинаем наш разогрев мы на карте Песчаная река. Наш герой на Леопарде 1 нещадно истребляет врагов и в целом ведет себя очень неприветливо. Но в какой-то момент ему становится скучно просто раздавать снаряды налево и направо, и в нем пробуждается все зло вселенной. Просто убивать врагов хорошо, но унижать еще лучше. Во всяком случае, так решает немец. А тут как раз появляется вражеский Т-34. Не двигайся, мерзавец! О, еще и Су-152, ну давай и ты к нам! Вот так мирно, спокойно и незатейливо немецкий злыдень не отпускал наших бедняжек порядка 2 минут. Вот только запас прочности у жертв не бесконечный. Ну и славно, хоть так закончим эти мучения. Едем дальше. Продолжим разогреваться на Малиновке. Странно выглядящая и сложно произносимая немецкая ПТшка ПЗ СФЛ 4C к концу боя решает, что заниматься сугубо ПТшными делами скучно, надо бы захватывать. Благо, дела у команды идут хорошо, и из врагов остался лишь Hellcat. Приезжаем на базу, стоим, еще стоим. Ух ты, откуда-то из кустов по нам стреляют. И зачем только я решил захватывать, думает наш герой и смущенно откатывается назад. Стреляем куда-то туда и еще раз. Hellcat все-таки уничтожил нашего героя, но и немец успел заработать себе фраг в копилку. И лишь после смерти обоих союзная команда нашей ПТ смогла узнать, где он все-таки прятался, коварный скрытный враг. Ниндзя-килл, и мы продолжаем. Закончим наш разогрев на карте Утес. Да не просто так, а в командном бою. Сколько уже говорилось о том, что нельзя пренебрегать танками первого уровня в этом режиме. Т-1 очень маленькая и беззащитная машина, а как и всем маленьким, ему мама говорила, что пока он не съест борщ, мультиков не будет. Ну вот, что же делать? Набраться наглости, выбрать красивый камень и нещадно обстреливать врага. Показательно? Чего уж там. Ну а на этом разогрев окончен. Переходим к номинациям. Защитником этой недели становится очередной представитель европейского сервера с ником Рейна Питери на 140-м объекте. Карта «Монастырь». С самого начала боя наш герой отправляется в центр, откуда пытается всячески помогать союзникам. Изрядно повоевав и отправив несколько соперников в ангар, объект внезапно осознает, что к этому моменту последний соратник пал смертью храбрых, и теперь представитель Советов 1 против 5 танков врага. Лучшей тактикой выживания будет разобраться с артиллерией. Так и делаем. По пути добиваем Т-44. Убиваем ГВ-Тигра и в спартанском стиле уничтожаем ГВ-Е-100. Кстати, да, начался захват базы, и нам совсем некогда любоваться на столь прекрасное зрелище, как смерть врага. Маршрут предельно ясен, нужно поторопиться. И успеваем сбить захват на 99%, причем попутно увернувшись от выстрела раздосадованного Ваффентрагера. Теперь в объезд. Там мы обнаруживаем заблудившегося третьего ИСа, который определенно искал путь в ангар. Помогаем ему с поисками, и теперь остается всего лишь один враг. Под цвет соперника. Теперь стандартный, но от этого не менее действенный маневр, и сбиваем захват еще раз. Немецкая машина смерти негодует и бросается в погоню за нашим героем. Но куда уж ей. 140-й очень грамотно использует свое преимущество в динамике и снова оставляет ПТшку ни с чем. Есть еще урон. Ваффентрагер, у которого к этому моменту уже весь экипаж посидел от злости, пытается догнать и покарать обидчика, но в итоге просто получает дважды по кумполу и отправляется перечитывать Канта, Гегеля и других философов. А все для того, чтобы понять, что именно сейчас произошло. Ну а мы поздравляем нашего защитника, который на практике показал, что воля к победе и грамотная тактика могут помочь даже в самых сложных игровых ситуациях. Победителем в номинации «Разведчик недели» стал игрок с европейского сервера с ником Eddie8472 на LC AMX. Карта Мураванка, и наш светляк, как любая уважающая себя елка, сразу мчится в лес, чтобы быть ближе к истокам. Вот только стоять там, как все остальные хвойные собратья, француз вовсе не собирается, а совсем наоборот, начинает наворачивать круги. Да так удачно, что в первый же заход засвечивает добрую половину вражеской команды. Второй круг оказывается менее продуктивным, но вот третий и четвертый позволяют сделать счет достаточно неприличным – 6-1. Еще пару кругов, и от вражеской команды остается лишь кучка счастливчиков, которых наш герой еще не засветил. Так, ладно, счет 10-1, а еще есть вторая половина леса. Вперед! Очередной прекрасный засвет, и нашего разведчика ставят на гуслю. Ремонт работает быстро, вот только уж очень большую обиду затаили на француза все соперники. К сожалению, Эдди не смог дожить до конца боя. Несмотря на это, елка еще толком не успела догореть, а счет уже стал 14-3. А спустя еще 10 секунд бой был закончен.
В итоге по разведданным было нанесено почти 12 тысяч урона. Так что мы по праву награждаем водителя елки золотом и объявляем победителем в номинации «Лучший разведчик» этой недели. В номинации «Лучшая поддержка этой недели» победу одержал игрок с ником Злой Танкист на немецкой премиум ПТ 7 уровня Е25. Карта «Песчаная река». В начале боя наш герой успевает забрать вражеского Т-43 и вот-вот добавит к списку убитых еще и Кваса, но в итоге советский тяж достается другому. Ладно, сам виноват, все-таки последний выстрел срикошетил. А вот ИС — это то, что нужно. Тяж очень удачно стал, я так погляжу. Попадание, еще попадание и... арта забирает его. Продолжаем уничтожать свои нервы вместо врагов и выдаем отличную серию выстрелов по ПЗ СФЛ-5. Серьезно? ГВ Пантера? Опять? Ладно, наш боевой дух непоколебим. Едем дальше и обнаруживаем арту. Ну вот она-то уж точно наша. Но по всем законам справедливости и кармической милости это не должно помешать ему самолично уничтожить врагов. Однако и тут не судьба. Все соперники будто заколдованы. Может быть, хоть Т-34? Нет? Нет и еще раз нет. Последний шанс — ваншотный Су-100. Боком. Идеальная дистанция. Прицеливание, сведение, и фраг уходит союзному Хелкету. Что ж, думаю, не стоит говорить, в каких чувствах находился наш герой после этого боя. Я искренне надеюсь, что звание поддержки недели и золото скрасят общее впечатление, и Е25 снова поверит в существование радости и счастья в этом суровом мире танков. Поздравляем! Лучшим воином этой недели становится игрок с прекрасным околокомпьютерным ником Кактус94 на французском тяжелом танке ФЦМ-50Т. Скрытая деревня, стандартный бой. Чтобы показать, кто тут хозяин, наш герой с самого начала стремится вперед. Ничего не подозревающая елка сначала получает увесистый снаряд, а затем и не менее увесистую тушку ФЦМа в корпус. 38 секунд. Вот столько прожил вражеский свет. Начало положено, и спустя пару-тройку выстрелов уже ИС отправляется в ангар. Небольшие покатушки туда-обратно приводят нас к КВ-5. Выстрел в командирскую башенку и третий фраг. Дальше больше. ИС-6 почему-то решил, что кататься профилем к нашему герою — это очень даже правильное решение. Ну, если он захотел быстренько слиться и продолжить делать уроки, то да. Возвращаемся обратно и видим Су-152, которая коварно подбирается к нам в тыл. Не судьба, зато мы к врагу с тыла подобраться точно можем, но КВ-13 успевает скрыться за горой. Это и становится причиной разочарования. Но только второй. Первая причина куда серьезней. Союзники кончились, а врагов 7. Ладно, не страшно. И так понятно, куда они все поедут. Занимаем позицию и ждем неприятелей. Захват базы почти сразу знаменуется отправлением старого знакомого КВ-13 на покой. Ну и Т-26Е4 туда же, чтобы не было обидно. Т-32 тоже определенно не рассчитал свои силы, за что и был переработан на металлолом. Зловещая тишина. Не к добру это. Выглядываем посмотреть и тут же получаем подкалиберное уведомление о слабости брони. КВ-3 и премиум ПТ Як-Тигр приехали явно не с добрососедскими намерениями. Верная тактика тут одна – добить советского наглеца и закрутить немецкую ПТ, попутно стараясь не получить чемодан от арты. Что может быть проще? Маневр оправдал себя на все 100, и любитель шницелей и сосисок отправляется в копилку наших фрагов в майке с номером 10. Ну а теперь чего уж там, будем атаковать! ГВ Пантера и Т-25-2 на фоне 10 уничтоженных врагов смотрится не так уж и страшно. Тихая и мирная поездка до вражеской базы получается не просто приятной, но еще и заканчивается сюрпризом. Оказывается, что Т-25-2 не играет, а мирно спит, или ест, или еще чем-то занят. В общем, водителя в танке точно нет. А тут еще и артиллерия сама рассказала, где бы конкретно она хотела погибнуть. Ну а кто мы такие, чтобы отказывать в такой просьбе? Используя одновременно живого, но в то же время спящего американца в качестве щита, ФЦМ без труда отправляет Пантеру в ангар, а затем туда же и Т-25-2. Вот такой он воин недели. Что еще сказать? Вы ведь сами все видели. Наши поздравления. Вот мы и подошли к главной номинации – лучший реплей недели. Слава, золото и почет достаются игроку с ником Nest Style на Т-57 Heavy. Карта Фьорды – стандартный бой. Наш герой в сопровождении 704-го объекта отправляется вдоль берега, чтобы сдерживать силы неприятелей. Но и враги не заставляют себя ждать. Вот и первая жертва в лице М103. Немного попугав воздух, Heavy двигает в обход и доводит Т-71 до состояния «киньте камень, я взорвусь». Союзники забирают ЛТ, а мы обстреливаем Тортилу. На удивление, активная сказочная черепаха решает догнать нашего героя, но в итоге ей приходится довольствоваться лишь слабой пощечиной вместо сокрушительного удара. Тем временем счет уже 7-11, и дела, прямо скажем, идут не очень. Двигаем обратно к базе, где Е-75 пытается уничтожить нашу арту. К сожалению, не успеваем, зато получаем утешительный приз в лице 8-го ИСа. Воюем дальше!
Выскочив как чертик из табакерки, Е-75 получает от нас остаток барабана в качестве подарка. И пробоины слева нам нипочем. Куда важнее Фош, который подкрался к нам сзади. Ну вот мы и одни. 5 соперников и муки ада, которые приготовил неудержимый тяжелый американец. Вколачиваем 3 гвоздя в тушку любителя чужих боков, а затем уничтожаем ИСУ-152. А перепалку с 704-м объектом нарушает Тигр-2. Печалька. Но полосатый зверь не проблема для звездно-полосатого танка, поэтому просто продолжим наши танцы. Объект делает опрометчивый выстрел, который дает шанс перейти в активное наступление. Выстрел, немного знаний из курса физики для ускорения с горки, и советская ПТшка идет на металлолом. А вот и момент О. А знаете почему? Потому что один снаряд остался у нашего героя и, скорее всего, один абсолютно нетронутый соперник. Т-57 едет на вражескую базу и даже успевает встать на захват. Вот только соперник делает то же самое. Неужели ничья? Нет, такой бой не станет лучшим реплеем. Едем на базу, захват на 90, наш герой собирается с мыслями, прицеливается, сводится и дает залп по неприятелю. Вот это да! Выстрел американца не просто отнимает у арты большую часть прочности, но и поджигает ее. Враг отправляется в ангар, а Т-57 получает достойную героя победу. За отличную игру, эпичную концовку и непоколебимую веру в собственные силы мы награждаем игрока под ником Nest Style золотом и почетным титулом «Лучший реплей этой недели». Ну а на этом у меня все. Ссылка, как попасть в ЛРН, сейчас на экране. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. И если вам понравился этот выпуск, то посмотрите и другие выпуски лучших реплеев недели, а также ВБР. Ну а тем, кто хочет погрузиться еще глубже в нашу передачу, то посмотрите наши самые старые выпуски. Надеемся, они вам понравятся. Ну на этом у меня все. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока. Канта, Гегеля и других философов. Канта, Гегеля и других философов. Да что ж такое? Философов. Можно не читать? Ладно.